Всех приветствую, меня зовут Юлия, я живу в городе Краснодаре, и я также хотела бы поделиться своим внутренним опытом и теми изменениями, которые произошли в моей жизни с приходом в нее учения. Я познакомилась с учением в 2006 году, благодаря моей маме, которая нашла учение немного ранее. И все происходило очень стремительно. Это было действительно как пробуждение к новой реальности, как говорят нам владыки. Как будто что-то внутри тебя переключилось, и старая жизнь закончилась, и началась жизнь новая, жизнь другая, более качественная, более сознательная. С каждым прочтением послания шел непрерывный процесс обучения, наполнения, шли тесты. И благодаря той энергии, которая содержится в посланиях, постепенно изменялось сознание, шла внутренняя трансформация. И все это было настолько естественно, что казалось, как будто бы ничего и не происходит. Так, спустя годы я поняла, что мне удалось избавиться от многих своих привычек и привязанностей и приобрести необходимые качества души. Я стала понимать, что мне хочется делиться тем, что есть у меня, с другими людьми, у которых еще нет этого, но они могут это получить и притянуться к учению. И я могу им помочь найти этот свет и эти знания. В своем послании Господь Ланта говорит: «Слишком мало воинов света находится в воплощении. Многие воины забыли о своем воинском долге и поддались соблазнам этого мира. Они забыли, зачем они пришли в воплощение. Поэтому я прошу вас найти этих воинов света и напомнить им об их служении, которое они давали обязательство выполнить перед своим воплощением». Так началось наше служение, наше распространение учения. Сначала это были распечатанные листочки с посланиями, затем это были книги, и затем началась работа с книжными магазинами. Господь Ланта нам напоминает: в ваше время требуется гораздо больше. От вас требуется не единовременный акт пожертвования вашей жизнью ради общего блага и добра. Вы должны превратить всю вашу жизнь в акт бескорыстного служения и самопожертвования. За все эти годы в учении было очень много прекрасных и необычных встреч с близкими по духу людьми, с которыми мы сейчас являемся единомышленниками, и со многими из которых я имею возможность сейчас работать в нашей российской команде единомышленников и также в нашей интернациональной команде, занимаясь переводом посланий. Все это время шла внутренняя работа над собой, контроль мыслей, контроль чувств, переосмысление своего образа жизни. Появилось вдохновение, желание творить, учиться чему-то новому. И также взаимоотношения с родными и близкими перешли на более гармоничный уровень. Хотя я понимала, что мы являемся кармическими партнерами, и легко не будет, но с Богом все возможно. Вот так говорит в своем послании возлюбленный Заратустра. Чем раньше вы задумаетесь о том, что вы можете изменить в себе, в своем поведении, тем быстрее вы сможете изменить и ваших близких, и всех, с кем вы общаетесь. Одним из ключевых моментов моей новой жизни было то, что на всем протяжении моих поисков в моей жизни ощущалось невидимое присутствие учителя, наставника. Это был владыка Сен-Жермен. Его водительство сыграло огромную роль в моей жизни, как обучение, как внутреннее руководство. Я долгие годы задавалась вопросом, для какой задачи, для чего я здесь, и просила Бога, просила владык помочь мне понять это, узнать мое назначение в этой жизни. Ответ пришел через годы, когда в один прекрасный день я об этом узнала и поняла. И это был действительно подарок, бесценный подарок. На самом деле, уже найти это учение и этот путь — это великое счастье, это радость в наших сердцах, и это действительно подарок для всех искателей истины. Огромная благодарность Татьяне Николаевне за учение, за этот путь, за этот ориентир в жизни, за весь ее великий труд на благо человечества.